Первая встреча с неопознанным летающим объектом произошла в СССР 16 июня 1948 года в ходе испытательных полетов новых советских истребителей. Летчик-испытатель увидел рядом с самолетом огромный сигарообразный объект. Всем привет! С вами Финемор. Во времена Холодной войны воздушные границы СССР охраняли как зеницу ока. Каждый объект, идентифицировать который советские специалисты ПВО не могли или затруднялись, считался вражеским летательным аппаратом. ЦРУ в те годы немало поспособствовали тому, чтобы распространить слухи об инопланетянах. Американцы надеялись, что под этим соусом можно будет запускать над территорией страны Советов зонды и другие летательные аппараты. Но просчитались. Советские ПВО сбивали все, что обнаруживали. И все же в СССР случился целый ряд локальных конфликтов, которые и сейчас специалисты идентифицируют как столкновение с инопланетными кораблями. Впервые Госбезопасность СССР зарегистрировала встречу с неопознанным летающим объектом 16 июня 1948 года в ходе испытательных полетов новых советских истребителей над озером Баскунчак под Астраханью. На высоте 10 тысяч метров летчик-испытатель Апраксин увидел рядом с самолетом огромный сигарообразный объект. Доложив на Землю о неожиданном спутнике, пилот получил приказ перехватить летательный аппарат, а если этого не удастся, уничтожить его. Но выполнить задачу Апраксину не удалось. Едва его миг приблизился к сигаре, как она выпустила в сторону самолета тонкий луч света, ослепив летчика и выведя из строя бортовые приборы. Апраксину пришлось забыть об атаке и спасать себя и самолет. Благодаря опыту пилот сумел дотянуть до аэродрома и благополучно сесть. Но так везло не всегда. Вторая встреча с НЛО у Апраксина произошла через год в 400 километров от Баскунчака у Вольского районного центра. Пилот снова попытался приблизиться к светящемуся объекту и снова потерпел неудачу. На этот раз объект не только вывел из строя приборы МИГа, от неизвестного воздействия на реактивный самолет помутнелись стекла в кабине пилота, а сама кабина разгерметизировалась. Летчик был вынужден прекратить преследование и совершил аварийную посадку в дельте реки Волга. Возможно, из-за травмы, полученной при посадке, или из-за воздействия НЛО, после этого случая летчику пришлось провести в больнице больше месяца. Известно, что для расследования обоих случаев создавались государственные комиссии, но они не смогли прийти к однозначным выводам. Очевидно, что после расследования высшие чины ВВС СССР приняли решение сбивать все, что невозможно опознать. В следующее десятилетие при попытке перехватить или сбить неопознанные объекты пострадало несколько самолетов. Поврежденные машины летчики были вынуждены сажать, где придется. Несколько истребителей разбились, а пилоты успели катапультироваться. Поговаривали, что некоторые советские летчики даже перестали докладывать на Землю о тарелочках. Они атаковали НЛО только в том случае, если объекты видели наземные РЛС. Из Земли поступал приказ уничтожить НЛО. Еще одна попытка сбить неопознанный корабль была предпринята 24 июля 1957 года на Курильских островах. На этот раз НЛО зависло прямо над позициями советской батареи ПВО. Командование батареи отдало приказ уничтожить объект, принимая его за американский или японский летательный аппарат. Однако огонь результатов не принес. Тарелочка совершенно спокойно ушла в сторону океана. В 1965 году НЛО впервые ответила на атаку с земли. Случилось это во время войны во Вьетнаме, где советские военные специалисты обучали армию Северного Вьетнама
стрельбе из ракетно-зенитного комплекса С-75. Батареи С-75 защищали небо над столицей Вьетнама, Ханоем, и располагались в большинстве своем в 35-40 километров от города. Зенитчикам приходилось часто менять свое расположение, поскольку американские летчики их быстро засекали, тут же отправляли данные на землю, и следом за разведчиками с американских аэродромов вылетали бомбардировщики, которые устраивали тотальную бомбежку вьетнамских позиций. Один из советских военных специалистов рассказывал, что однажды над только что передислоцировавшейся батареей вьетнамских ПВО появился огромный темный диск диаметром около 300 метров. Он висел на высоте всего в 1,5 километра. И, разумеется, командир батареи приказал открыть по нему огонь. По НЛО было выпущено не менее 10 ракет «Земля-воздух». Однако никакого вреда объекту они не принесли и взрывались на подлете к нему. В ответ на агрессию НЛО испустило тонкий луч света, который попал точнёхонько в батарею и вывел из строя все С-75. К слову сказать, не только северо-вьетнамские позиции были интересны летающим объектам. В июне 1966 года НЛО заметили над военной базой американцев на Чанге. Объект завис над базой на высоте 150 метров. На земле в это время выключился свет, отказали генераторы и отключились все средства связи. Солдаты были в панике, офицеры ожидали уничтожения объекта, но через несколько минут тарелка стремительно поднялась ввысь и исчезла. Еще один инцидент произошел в море в 1968 году. Два американских патрульных катера обнаружили возле себя два светящихся НЛО. Они попытались уничтожить объекты, но лишь повредили дружественным огнем один из своих катеров. В 1980 году несколько американских солдат признались, что однажды ночью во вьетнамских джунглях они даже вступили в бой с серыми человечками. Впрочем, не стоит забывать, что США в той войне много экспериментировали с наркотическими препаратами, хотели создать суперсолдата, так что принимать все на веру не следует, но факт остается фактом. Любопытно, что одна из конспирологических американских версий гласит: победа осталась за вьетнамцами и Советским Союзом, потому что им помогали в бою инопланетяне. Ситуация, подобная произошедшему над Ханоем, случилась в 1976 году на одном из испытательных полигонов Урала. Там во время испытаний новейших ракет класса «Земля-воздух» над полигоном завис огромный шар радиусом в полкилометра. Командование решило сбить его ракетами, но это не удалось. Они так же, как и во Вьетнаме, взорвались, не долетая до объекта. А НЛО через несколько минут свечкой ушло вверх и исчезло с экранов радаров. Но настоящая трагедия случилась летом 1979 года в Средней Азии, над воздушным пространством Туркестанского военного округа. Там с аэродрома одного из истребительных полков была замечена летящая над землей сигара длиной около 200 метров. На ее перехват тотчас же с земли взлетело два истребителя. Поскольку сигара уходила в сторону границы с Афганистаном, был отдан приказ на уничтожение. Ведущий пилот успел выпустить по цели 2 ракеты и растворился в воздухе. Точно так же, не долетев до объекта, исчезли и выпущенные им ракеты. После того, как объект резко набрал высоту, ведомый пилот вернулся на аэродром. Поиски в горной местности, которые были организованы силами местной воинской части, ничего не дали. Ни обломков самолета, ни тела пилота найдено не было. Переломным моментом в этой звездной войне стал 1980 год. 15 апреля в 00:15 по местному времени РЛС 4-й отдельной армии ПВО в 100 километрах к северу от Свердловска, ныне Екатеринбург, были обнаружены 4 цели. Они то и дело меняли высоту и направление полета. Командование решило, что это могут быть американские автоматические дрейфующие аэростаты с аппаратурой для создания помех.
в час 30 с пермского аэродрома Большое Савино и с аэродрома у Нижнего Тагила для перехвата были подняты 2 истребителя МиГ-25 и пара МиГ-23. Летчики в погоне за объектами истратили почти весь запас топлива, однако цели перехватить так и не удалось. Специалисты ПВО позже уверяли, на радаре отчетливо было видно, что один из объектов как будто неисправен, он то пропадал, то снова появлялся на их экранах. Так как перехват не удался, был отдан приказ уничтожить нарушителей государственной границы. Пилот одного из МиГ-25 выпустил по ближайшей цели 2 ракеты и сбил ее. Сразу после этого оставшиеся НЛО ушли вверх и исчезли с радаров. Однако сам пилот позже докладывал, что к поражению этой цели он не имел никакого отношения. Якобы за мгновение до пуска ракеты дискообразный объект был поражен другим летательным аппаратом сигарообразной формы. Упавший диск был обнаружен с воздуха в 5:05. Он упал в тайгу в 20 километров к югу от Верхотурья. О случившемся было доложено в Москву, в Центральный командный пункт ПВО СССР и председателю ККБ СССР Юрию Андропову, и уже к утру на Урал вылетел самолет со специалистами. К месту падения НЛО москвичей в сопровождении военных доставили на вертолете. С воздуха было понятно, что в тайге упал не аэростат. На склоне сопки виднелся большой дискообразный объект. Так как до ближайшей дороги от места падения было всего несколько километров, прибывшие на машине военные сразу же выставили отцепление. По воспоминаниям полковника Владимира Виткова, все бойцы были одеты в костюмы химзащиты. У каждого взвода был дозиметр. При приближении к диску солдаты чувствовали себя очень плохо, кого-то вырвало прямо в противогаз. Тем не менее, бойцы сумели найти люк на нижней части диска, но далеко внутрь пройти не смогли. Им становилось плохо. Чтобы эвакуировать объект, военные подкопали диск так, чтобы под него можно было завести тросы. Пока шли работы, Витков наблюдал, как ученые в защитных спецкостюмах все же проникли внутрь аппарата и вынесли из него тела 2 пилотов. Их разместили в герметичных свинцовых контейнерах и увезли в Нижний Тагил, а оттуда в Москву. Диск вывезли специальным грузовым вертолетом Ми-10К на военный аэродром под Свердловском. Оттуда в Раменское, а позже в ангар Института физики высокой энергии. Именно после этого случая по воинским частям ПВО ВВС был распространен приказ не открывать огонь по неопознанным летательным объектам. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.